Приветствую всех на своем канале, меня зовут Фархад. Сегодня отличная погода, и я решил приготовить плов с добавлением загирного масла на 2 килограмма риса. Начинаю с нарезания моркови. Режу я ее толщиной примерно 7-8 миллиметров. Далее я нарезаю лук толщиной примерно 4-5 миллиметров. Начинаю разжигать дрова. В нагретый казан первым идет курдюк. Курдюк вытапливаем не спеша на среднем огне. К моменту, когда жир из курдюка почти вытопился, нужно поднять интенсивность огня на максимум. Ну а теперь убираем шкварки. Теперь наливаю в казан около 100 мл загирного масла, то есть льняного, и около 600 мл растительного масла. Как только масло накалилось, бросаю в казан немного лука и моркови. Через пару минут я их убираю и больше использовать не буду. Теперь, не торопясь, по одному куску опускаю в казан мясо. Мясо нужно перемешать, чтобы оно не прилипло к стенкам казана. За пару минут мясо запечаталось, теперь добавлю лук и также перемешаю. Интенсивность огня пока не убавляем. Теперь я добавлю чайную ложку зиры и пол чайной ложки черного перца горошком. И не забываю помешивать, чтобы лук не прилип к дну казана. Пришло время добавлять морковь. Морковь нужно прожарить до вялого ее состояния. Я добавляю 2,5 столовых ложек соли. Вы можете добавить соль на свое усмотрение. Наливаю в казан примерно 800 мл теплой воды. После закипания зирвака добавляю еще 1 чайную ложку зиры, 1,5 столовых ложек изюма,
чеснок и острый стручковый перец. Накрывая казан крышкой, оставлю зирвак томиться 1,5 часа на медленном огне. Минут через 10-15 открываю крышку казана и убираю стручковый перец, чтобы плов не стал острым. Ну а пока зирвак доходит до готовности, я промою рис и замочу его на час. Рис сорта лазер очень хорошо держит воду, поэтому мы его замачиваем от 30 до 60 минут. Прошло 1,5 часа. Я увеличил интенсивность огня и буду закладывать рис. Камера передала цвет зирвака, будто туда добавили томатную пасту. Но на самом деле цвет зирвака совсем обычный, только темнеет за счет загирного масла. Разровняю рис, чтобы он выпаривался равномерно. Поверх риса добавлю щепотку соли, а также 1 чайную ложку зиры. Я выпариваю рис на интенсивном огне, распределяя его по площади. Добавляю совсем немного кипятка, так как зирвак содержит немалое количество жидкости. В открытом виде рис выпаривался около 3 минут. Теперь я накрою казан крышкой и также подожду 3 минуты. По прошествии 3 минут переворачиваю рис в первый раз. При переворачивании и перемешивании риса обратите внимание на центр. В центре рис чаще бывает непропаренным и бледным. Немного уменьшаем интенсивность огня и накрываем плов крышкой на 5 минут. Через 5 минут переворачиваю рис во второй раз. Почти вся вода уже испарилась, и рис готов примерно на 80%. Перемешивая рис таким образом, мы контролируем равномерность готовности риса.
Теперь можно собирать рис горкой. Далее я проделаю несколько лунок в плове, добавлю извлеченный ранее стручковый перец, накрою плов крышкой, уменьшу интенсивность огня на самый минимум. И таким образом плов простоит, будет томиться минут 15, после чего я вовсе выключаю под ним жар любой, извлекаю все головешки тлеющие. И после этого он постоит еще минут 10. И только тогда он будет готов, и мы его откроем. Все этапы пройдены, плов готов. Теперь предстоит извлечь все мясо из плова и хорошенько перемешать. И дать рису надышаться. Я поднимаю рис в одну сторону, чтобы масло стекло вниз. И только потом буду выкладывать плов на тарелку. Дорогие друзья, приятного вам аппетита!